Зеленский озвучил 20-пунктный мирный план, согласованный с американцами и европейцами. Путину доложили, он думает. На столе у россиян 4 документа, уточнил посол США при НАТО Мэтт Уитакер в интервью каналу Fox News. Авиакатастрофа в Турции. Погиб начальник генштаба ливийской армии Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Причины крушения самолета пока неизвестны. О чем говорили за ужином Лукашенко и спецпосланник Трампа Коул, журналистское расследование The Wall Street Journal раскрыло подробности. Рождественские обращения европейских лидеров, король Бельгии Филипп вспомнил Украину, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала не забывать о своей идентичности. Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично озвучил все 20 пунктов мирного соглашения, которое обсуждается с международными партнерами. По его словам, документ уже передан ключевым союзникам, и теперь Киев ожидает реакции российской стороны. План охватывает политические, военные, гуманитарные и экономические аспекты возможного завершения войны. В его основе подтверждение суверенитета и территориальной целостности Украины, прекращение боевых действий и механизмы предотвращения новой агрессии. Отдельный блок касается безопасности. Украина настаивает на международных гарантиях, которые должны быть юридически закреплены, а также на сохранении собственной боеспособной армии. Контроль за соблюдением договоренностей предлагается осуществлять при участии международных наблюдателей. В документе также прописаны гуманитарные вопросы. Обмен пленными, возвращение депортированных граждан и защита гражданского населения. Отдельно упоминается восстановление разрушенной инфраструктуры и запуск международных инвестиционных программ. Затрагивается и тема критической инфраструктуры, включая вопросы безопасности атомных объектов. Предполагается участие международных партнеров в мониторинге и управлении рисками. Зеленский подчеркнул, что представленный план – это не ультиматум, а основа для переговоров. Россия намерена в ближайшее время сформулировать свою позицию по предложениям США о возможном мирном урегулировании войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путина подробно проинформировал спецпосланник Кирилл Дмитриев, который вернулся из США. Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах. Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают. США и союзники максимально близки к мирному соглашению между Украиной и Россией, но решение зависит от Москвы. Об этом в интервью на Fox News сказал посол США при НАТО Мэтт Уитакер. Он подчеркнул, что только усилия президента Трампа могут привести обе стороны к столу переговоров. Во-первых, я думаю, мы близки как никогда. Очевидно, что последние выходные, проведенные за 2- или 3-дневными переговорами одновременно с украинцами и россиянами, были, как сказал Стив Уитков, продуктивными и конструктивными. Но вы правы. Сейчас мяч на стороне россиян. У них, я думаю, есть предложение. Сейчас на столе 4 документа. Есть 20-пунктный план мира вместе с многосторонними гарантиями безопасности, специфическими гарантиями безопасности со стороны США, а также планом постмирного экономического роста и процветания. И все это обсуждается в режиме реального времени. И я думаю, что мы сейчас довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина. Думаю, мы пытаемся выяснить, чего максимально готова добиться Россия. Я имею в виду, они продолжают совершать эти масштабные атаки ночью против Украины. Это в некоторой степени говорит само за себя. Но только президент Трамп, как верховный миротворец, может привести обе стороны к столу переговоров и посмотреть, сможет ли он заключить сделку. И я думаю, что это огромные усилия, которые он прилагает, его команда прилагает. И все мы хотим, чтобы это убийство закончилось, и чтобы эти тысячи смертей, происходящие каждый месяц на поле боя в Украине, прекратились. И мы хотим, чтобы Украина могла жить в мире и процветании.
Эти потери и миллионы жертв никогда не были бы допустимы для какой-либо другой страны, кроме России. И в то же время они делают это ради очень малых, если вообще каких-либо, достижений на поле боя. И нам нужно принять реальность такой, какая она есть. Я думаю, в этом президент Трамп действительно хорош. Даже сквозь весь хаос и смерть и разрушения, которые мы видим на поле боя, он все равно готов довести мирное соглашение до конца и посмотреть, есть ли такая возможность. И я думаю, в этот момент нам действительно стоит надеяться, когда мы приближаемся к рождественскому сезону, и все мы празднуем с нашими семьями, что мы должны молиться о мире. И, возможно, это наш шанс, наконец, его достичь. Начальник генштаба ливийской армии Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад погиб в авиакатастрофе после вылета из Анкары. Об этом сообщил премьер-министр правительства национального единства Ливии. По данным сервиса Flightradar 24, самолет направлялся в Триполи. Глава МВД Турции Али Ярликая заявил, что борт вылетел из аэропорта Эсенбога. Связь с ним была потеряна около 17 часов 52 минут по Гринвичу. Обломки самолета обнаружены в районе деревни Кисикавак в округе Хаймана под Анкарой. Причины катастрофы пока не установлены. На борту, помимо Аль-Хаддада, находились еще 4 человека. Командующий сухопутными войсками, директор управления военного производства, советник начальника штаба и фотограф. Речевой самописец самолета был найден на месте крушения в 2 часа 45 минут, а черный ящик в 3 часа 20 минут. Соответствующие комитеты начали процессы их изучения и оценки. Кроме того, в Анкару прибыла делегация Министерства обороны Ливии из 14 человек, включая 5 родственников погибших, а также делегация Министерства внутренних дел Ливии из 8 человек, всего 22 ливийских представителя. В Москве произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли 3 человека, в том числе 2 сотрудников полиции. По информации Следственного комитета России, инцидент случился в момент, когда полицейские обратили внимание на мужчину с подозрительным поведением. В ходе происшествия сработало взрывное устройство. Личность 3-го погибшего официально не раскрывается. Возбуждены уголовные дела по фактам посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота взрывчатых веществ. На месте продолжают работу следственные и оперативные службы. Происшествие произошло недалеко от места другого резонансного события, зафиксированного днем ранее. Тогда российские власти заявили о гибели высокопоставленного военного в результате подрыва автомобиля и сообщили о возможной причастности украинских спецслужб. Официальных комментариев со стороны Украины по этому поводу не поступало. Конечно, слышал. 1:30 ночи примерно, сидел уже вечером, отдыхал, в окошко выглянул, взрыв. Услышал, увидел то, что что-то где-то бахнуло. Такой же звук, как пару дней назад с машиной, только потише. Соответственно, в ту сторону потом посмотрел, в сторону участка. До этого слышно было, что там полиция что-то выясняла. Гром 1:30. Гром такой, аж хлебание дома. А что сильно жахнуло, да? Шатнуло. WhatsApp заявляет о давлении со стороны российских властей. Компания пожаловалась на ограничение и искусственное замедление работы сервиса в России, которое, по ее словам, лишает более 100 миллионов пользователей доступа к защищенной переписке. В WhatsApp утверждают, что действия регуляторов связаны с требованиями подчиниться местному законодательству и усилить контроль над данными. Власти, в свою очередь, настаивают, что сервис нарушает российские законы. На фоне этого пользователи по всей стране сообщают о сбоях и нестабильной работе мессенджера. Эксперты отмечают, ситуация может привести либо к усилению блокировок, либо к дальнейшему уходу аудитории на альтернативные платформы. The Wall Street Journal раскрыл неожиданные подробности тайных переговоров между США и Белоруссией. Как сообщает издание, спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул обсуждал с Лукашенко снятие санкций с ключевых белорусских компаний в обмен на освобождение политзаключенных. Но особое внимание привлек один эпизод. За ужином Лукашенко заметил, что Коул похудел, и спросил, как ему это удалось. Коул рассказал о применении препарата для похудения Zebound и даже передал брошюру производителя. И по словам журналистов, Лукашенко лично интересовался возможностью получить этот препарат для себя. В Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с сирийским коллегой Асадом Аль-Шейбани. Они обсудили развитие военного сотрудничества, модернизацию сирийской армии,
а также укрепление политических и экономических связей, включая проекты по восстановлению и инфраструктуре. Сообщается также, что сирийские министры иностранных дел и обороны встретились с Путиным. Европейские лидеры обратились к своим гражданам с теплыми рождественскими поздравлениями. В своих посланиях они пожелали мира, единства и надежды на наступающий год. Обратился с рождественским посланием и король Бельгии Филипп, предупредив, что мир в Европе находится под угрозой из-за гегемонистских амбиций, особенно в Украине. Европа была построена как проект мира, который позволил ей процветать. Этот мир, наше самое драгоценное общее благо, сегодня находится под угрозой из-за гегемонистских амбиций, в частности, в Украине. Приверженность нашей страны украинскому народу остается твердой и неизменной. Наша позиция по российским активам никоим образом не ставит это под сомнение. Сейчас время всем нам сплотиться в рамках Европейского Союза. Не позволим никому нас разделить. Вместе наши демократии гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. В праздничные дни, собираясь с близкими, мы отмечаем узы, которые нас объединяют. Давайте помнить, что в трудные времена забота об общем благе укрепляет наше единство. Моя супруга, королева, и наши дети присоединяются ко мне, чтобы пожелать вам счастливого Рождества и счастливого Нового года. Писатель Чарльз Диккенс однажды написал: «Я буду чтить Рождество в своем сердце и стараться сохранять его в течение всего года». К сожалению, мы больше не можем спросить его, как у него получилось это осуществить. Но я думаю, что мы все знаем ответ, потому что мы сами себя знаем. Насколько бы прекрасной ни была эта мысль, перенести в Новый год то, что делает Рождество таким особенным и ценным. Реалистично это сделать невозможно. Поэтому тем более важно воспринимать рождественские дни и послание Рождества как настоящую ценность. Дамы и господа, дорогие друзья, прошедший год был насыщенным событиями. Избирательная кампания и выборы в Бундестаг в феврале, формирование нового правительства под руководством Союза, а также реализация важных первых инициатив. Были обсуждения, и прошло не все гладко. Ясно, что коалиция требует определенных усилий и от нас, от ХДС и от наших членов. Многие решения только начинают реализовываться или имеют долгосрочные последствия. Нам нужны терпение и настойчивость, а также стремление каждый день делать все возможное для нашего государства. Правительство, которым я руковожу, осознает свою ответственность. И давайте не будем заблуждаться, эта ответственность выходит далеко за пределы Германии. Наша ответственность — это не только вопрос конкретных дел или сумма всех решений. В эти месяцы и годы речь идет о свободе, о мире, о безопасности и благополучии всего нашего континента. В этом духе мы чувствуем себя обязанными Германии и Европе. Все зависит от нас. Мое правительство выполняет свои обязанности. Мы решаем проблемы нашей страны шаг за шагом. Шаг за шагом, реформа за реформой. Мы будем и дальше работать с терпением и настойчивостью, чтобы продвигать Германию вперед. В заключение хочу поблагодарить тех, кто даже в праздничные дни работает для нас, будь то пожарные, сотрудники здравоохранения или полиция. И особенно сегодня мы думаем о военнослужащих нашей Бундесвер, которые не могут провести Рождество дома, потому что находятся на службе в Германии или за границей для нас всех. Мы особенно благодарны вам за вашу службу. Всем желаю благословенного Рождества и успешного начала 2026 года. Будьте здоровы. С самыми сердечными пожеланиями, ваш Фридрих Мерц. Хочу искренне поздравить всех итальянцев, тех, кто проводит Рождество в кругу семьи, тех, кто отмечает его на работе, тех, кто спокоен, и тех, у кого в сердце забота, тех, кто празднует, и тех, кто просто ищет момент покоя. И я хочу сделать это снова перед символом, который больше всего напоминает нам, что такое Святое Рождество. Много лет назад я сказала: возьмем пастушка и устроим революцию вертепа. Я все еще так думаю. Вертеп никому ничего не навязывает.
Вертеп рассказывает историю, хранит ценности, укрепляет корни. Нация, которая знает свои корни, это нация, которая не боится ни диалога, ни будущего. Вне зависимости от веры, этот символ говорит о достоинстве, ответственности, уважении к жизни, заботе о слабых. Это ценности, которые сформировали наше сообщество. Это ценности, которые заслуживают того, чтобы их сохраняли, а не откладывали в сторону из-за моды или страха. Гордитесь своей идентичностью, универсальным посланием любви и мира, которое она несет. Пусть это Рождество подарит каждому немного света, спокойствия и силы. Пусть это будет время, чтобы собраться вместе, смотреть в будущее с надеждой и, конечно, не забывать о тех, кто нуждается в помощи. И прежде всего, не забывать, кто мы есть. Счастливого сочельника и счастливого Святого Рождества всем! Я хочу пожелать всей стране очень счастливого Рождества. В данный момент по всей Великобритании люди едут домой, чтобы быть со своими близкими. Дети переполнены радостью и ожиданием. Семьи делают последние приготовления, упаковывают подарки, вешают чулки, спешат за последними мелочами. Это по-настоящему особое время года. И это время, чтобы напомнить себе о том, что действительно важно. Семья, друзья, сообщество. Это время, чтобы отметить рождественскую историю и ценить христианские ценности, которые ее определяют. Мир, милосердие и доброжелательность ко всем. Это обещание сезона. И пока многие отдыхают, некоторые по-настоящему особенные люди наденут форму и выйдут на работу. Наши сотрудники NHS, службы экстренной помощи и храбрые мужчины и женщины вооруженных сил делают свое дело, заботясь о нации и обеспечивая нашу безопасность. Многие волонтеры тоже будут на месте, раздавать еду, помогать одиноким или нуждающимся. Поэтому от имени всей страны я хочу сказать большое спасибо. Как нация, мы должны поднять бокал за вас в это Рождество. Но более того, каждый из нас должен внести свою лепту. Я знаю, что многие в Великобритании все еще испытывают трудности с ростом стоимости жизни. Помощь в этом – мой приоритет. Но в это время года, которое отмечает любовь и изобилие, потеря или трудности ощущаются особенно остро. Так что загляните к соседу, позвоните другу или родственнику, с которым давно не общались. Протяните руку помощи, это может иметь огромное значение. Именно в этом смысл Рождества. Так что, будь вы дома сегодня вечером, идете на работу, в церковь или, может быть, в паб, давайте смотреть вперед и праздновать радость и надежду, которые приносит Рождество. От моей семьи к вашей, всем в Великобритании. Желаю вам всем очень счастливого Рождества.